Добрый день, дорогие друзья! Готовясь к этому выпуску, я хотел показать одну из двух моделей яхтенной верфи Trintella Yachts. Это Trintella 4 или Trintella 5. Но когда я сделал расчет для обеих моделей, результат оказался настолько интересным, что я решил показать обе лодки, как яркий пример того, насколько сильно могут отличаться две, на первый взгляд, конструктивно схожие яхты одного и того же производителя. Насколько обманчивым может быть только визуальное сравнение. Итак, в этом выпуске я сделаю анализ яхты Trintella 4, а в следующем Trintella 5 и небольшое сравнение обеих лодок. Напомню, что на канале Идеальный круизер мы анализируем модели яхт, сравнивая их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Это дает нам возможность, опираясь на цифры, оценивать рассматриваемые модели яхт с точки зрения конструкторского замысла и сферы оптимального их использования. Краткая информация о верфи Trintella. Изначально верфь носила имя основателя Энн Вивер, позже известна как Trintella Yachts. Верфь была основана в Нидерландах, в городе Хертогенбос. Энн Вивер работал капитаном порта и в 1952 году основал небольшой яхтенный сервис, в котором и построил несколько своих первых лодок. Особое внимание он уделял качеству и отделке. Через некоторое время известный военно-морской архитектор Рикус ван дер Штат предложил сотрудничество Энн Вивер. В 1959 году Энн попросил ван дер Штата разработать для него личный дизайн. Это были стальные лодки, такие как Trintell 1. В начале 1960-х годов началось применение полиэстера в судостроении. Энн попросил ван дер Штата разработать версию Trintell 1 из стеклопластика. Так появилась Trintella 1. В 1978 году верфью был произведен 1000-й экземпляр. Это была Trintella 44. В 1980 году продажи резко упали. Маркетинговые исследования показали, что рынок отдает предпочтение дек-салон яхтам и алюминию, а не полиэстеру. Исследования привели к созданию Trintella 44A, а серия из алюминия А способствовала экспорту в США, и верфь снова процветала. В 1987-89 годах Энн Вивер находит преемника и уходит на пенсию. После этого наступает новый период с другим взглядом на производство и маркетинг роскошных парусных яхт. Но производство элитных международных роскошных яхт оказалось рискованным делом, поскольку оно сокрушило верфь. В июле 1993 года компания объявила о банкротстве. После этого было предпринято еще несколько попыток возродить верфь, но после нескольких убыточных проектов в декабре 2002 года для Trintella Shipyard все закончилось. Проведя несколько лет в собственности Италии, права на товарный знак наконец вернули голландской верфи в 2017 году. О продолжении деятельности верфи Trintella информация отсутствует. Итак, Trintella 4 1975 года выпуска. Красивая 40-футовая яхта с выразительными формами. Тип оснастки Кетч, лонг киль, дизайнер Рикус ван дер Штат. Длина корпуса максимальная 40,5 фута. Длина корпуса по КВЛ 32,16 фута. Ширина корпуса максимальная 11,33 фута. Осадка 5,9 фута. Водоизмещение 24 640 фунтов. Площадь парусности 665 квадратных футов. Что на индикаторе? Зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Эти данные участвуют как в расчете показателей, так и в определении значения рейтинга. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Значение 12,62 меньше эталона. А это значит, что конструктор создавал не гоночную лодку. Плюс к условному комфорту.
Следующий показатель – фактор водоизмещения. 330,71 располагается в зеленой зоне, плюс к условному комфорту. Фактор комфортности. Данный показатель предложен яхтенным проектировщиком Тедом Брауэром. Чем больше значение этого показателя, тем более мягче и комфортнее лодка движется в море. Для Trintel 4 этот показатель равен 43,5. Что больше значения эталона, и это уверенный плюс за комфорт. Риск опрокидывания. Эмпирический показатель, введенный Яхтенным гоночным союзом США по результатам анализа печально известной яхтенной гонки Fastnet 1979 года. На индикаторе вы видите красную риску со значением 2. Это критическое значение. Лодки со значением риска опрокидывания более 2 не должны принимать участие в океанских гонках. В нашем случае риск опрокидывания далек от критического и даже существенно ниже, чем у эталона, плюс к условному комфорту. Фактор балласта. Это один из показателей устойчивости. У данной модели он равен 0,35 и располагается в зеленой зоне значений эталона. Стройность корпуса. Характеризует относительную ширину корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине. Для Trintel 4 этот показатель равен 3,53 и почти попадает в значение эталона, плюс в сторону комфорта. Скорость корпуса. Расчетная скорость корпуса для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии. В нашем случае она равна 7,6 узла. Это чуть-чуть больше эталона и вряд ли добавляет лодке драйва. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для Trintel 4 значение равно 0,98. Посмотрев на фактор водоизмещения и на фактор энерговооруженности, можно сделать вывод о недогруженности лодки парусами. Но не стоит забывать, что это очевидно лодка с неспешным характером. К тому же площадь парусности учитывает площади только основных парусов, и использование дополнительных парусов для слабого ветра вполне восполнит дефицит энерговооруженности. Момент инерции. Эмпирический показатель, разработанный обществом морских инженеров SNAME. Чем выше значение, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Момент инерции чувствителен к распределению массы относительно центра тяжести. Например, увеличение веса рангоута может существенно увеличить момент инерции при незначительном увеличении водоизмещения. Значение 1 285 фунтов на фут квадратный попадает в диапазон эталона, добавляя деление в шкалу комфорт. Период бортовой качки. Чем остойчивее судно, тем меньше у него период бортовой качки. Можно сказать, что период бортовой качки обратно пропорционален его остойчивости. Наиболее комфортным считается период бортовой качки от 3,72 до 4,38 секунды. Лодки с периодом меньше 4 секунд считаются чрезмерно остойчивыми, с периодом больше 8 секунд валкими. Период 4,88 секунды больше, чем у эталона. Это комфортная величина, хотя и снизит значение рейтинга идеального круизера. Показатель остойчивости. Эмпирический показатель, описывающий влияние периода бортовой качки и ширины корпуса на остойчивость. Остойчивыми считаются лодки со значением до единицы, валкими со значением более 1,5 единиц. Значение 1,41 секунды также больше, чем у эталона, плюс к условному комфорту и минус значение рейтинга. Ускорение бортовой качки. Напомню, что значение до 0,06 G – это значение, которое практически не оказывает влияния на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинаются недомогания. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. Для Trintel 4 1975 года выпуска значение ускорения бортовой качки равно 0,04 G.
и располагается в зоне значений, не оказывающих влияния на человека. Итак, подведем итог. Значения всех 12 расчетных показателей находятся в зеленой зоне, а рейтинг идеального круизера для Trintella 4 1975 года выпуска 9,17, что не просто хорошо, а очень хорошо. И перед нами отличный по техническим параметрам круизер. Небольшая недогруженность основными парусами может быть восполнена парусами слабого ветра. По всем остальным параметрам это замечательный круизер. По тех параметрам эта яхта также вполне подойдет и для длительного проживания на лодке. Дальше, как говорится, дело вкуса. Количество и расположение кают, коленов, камбуза и так далее. В топ-10 рейтинга идеальный круизер Trintella 4 уверенно перемещает Баварию 42 на второе место. В следующем выпуске вы увидите анализ Trintella 5 и сравнение показателей Trintella 4 и Trintella 5. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал. Если вас интересует какая-то лодка, напишите в комментариях, я подготовлю выпуск по интересующей вас модели. Спасибо за внимание, до новых встреч на канале Идеальный круизер.